Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Чем же она вас удивит? Загадывайте женщину. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что происходит у вас в жизни, что было. Коротко сигнификации. Ой, какой вы любвеобильный! Я бы сказала, что для вас любовь это, вот знаете, как свет в окошке. Вы не можете жить без любви. Для вас это очень важно. Вы очень такой человек, знаете, для которого любимая женщина всегда стоит на первом месте. Даже я бы сказала, вот если поставить на чашу весов работу и любимую женщину, вы все равно будете склоняться вот к любимой женщине, к семье, да, вот это для вас на первом месте. Хотя обычно довольно часто у мужчин на первом месте работа. Вы же очень и очень зависите от любви. Вы очень такой, знаете, вот семейно ориентированный. Также могут проигрываться романтические нотки. Вы очень, знаете, вот в душе такой вот, несмотря на то, что вы мужчина, и мужчина, я бы сказала, в общем-то, ну, с неким характером таким, да, я не могу сказать, что вы там какой-то слабак. Нет. Вы довольно сильный волевой мужчина, но все равно то, что касается любви, вот вы как будто, знаете, вот, ну, таете. Вот перед любимой женщиной вы таете. По крайней мере, если сейчас нет у вас любимой женщины, то, значит, в прошлом вы себя так вели, да, вот, то есть я сейчас рассказываю манеру общения с женщинами вообще, да, даже если нет, вы таким были, и если бы у вас появилась новая женщина, вы точно таким бы были с ней. Вот очень вы человек зависимый от любви, от женщины, вам, ну, жизненно необходимо просто иметь пару. Поэтому вы, возможно, даже кто-то из вас сейчас в поиске. Кто-то в активном, кто-то не в очень активном поиске другой женщины, да. Потому что женщина, которая у вас раньше была, ну, скорее всего, у вас либо конфликт какой-то проигрывается, да, вот как-то вы настороженно вспоминаете, думаете о ней, да. То есть у вас был негативный опыт, причем с женщиной, которая любила именно вот какие-то материальные блага, да, да, скорее всего, у вас какие-то либо конфликты, обманы были от этой женщины. Ну, то есть, скорее всего, может проигрываться, что вы сейчас не вместе, да, у нас по звезде обычно это женщина, которая на расстоянии. Ну, в общем, вы уже настроены на новые отношения. Хотя, вот знаете, вы довольно часто обращаете внимание на женщин, да, и как будто вот у вас звоночек такой вот, мысль появляется. А вдруг и это обманет? А вдруг не получится? Ну, то есть какое-то вот еще сомнение у вас осталось. Вы человек вот волевой, я бы сказала даже, знаете, вот, ну, в чем-то можете быть даже жестковатым, несмотря на то, что вот именно что касается любви, вы такой вот белый пушистый романтик, да, становитесь. Вот как будто два разных человека. Настолько вы вот таете в любви, да, вот когда вы влюбляетесь, вы просто теряете голову, вы готовы звезду с неба достать, на все готовы. А вообще по жизни вы такой вот довольно волевой, вы активный человек, вы, может быть, даже в чем-то, ну, властность свою можете показывать. Я не говорю, что вы там стукнете по кулаком по столу, нет. Ну, довольно серьезным вы можете быть, и если это касается тем более каких-то ваших интересов, можете идти до конца, пока своего не достигнете. Такой целеустремленный очень вы товарищ. Так, посмотрели, какой же вы, ну такой романтичный. Итак, давайте-ка теперь посмотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад. Да, вы загадывали женщину, кто-то настоящую, может быть, кто-то бывшую загадает. Чем же она удивит? Сначала посмотрим, что это за женщина пришла.
Это женщина, которая живет, знаете, вот она как будто играет. Вот то ли она несерьезная, какое-то ребячество. Несмотря на то, что она взрослая девочка, она может быть, ведет себя периодически, вот как-то, знаете, ну как маленькая девчонка, есть какие-то такие повадки. Она, знаете, вот она к любви относится тоже несерьезно. Возможно, вы это поняли, но не сразу. Эта женщина очень любит, когда ее балуют деньгами, подарками. Она очень материально ориентированная. Причем, когда касается дела вот именно попросить денег, да, выпросить даже, я бы сказала, выпросить что-то для себя, да, то, что касается ее интересов, ну, то есть, чтобы своего добиться, она будет настолько белая пушистая, она будет такая ручная покладистая. Ну, то есть это, знаете, вот как будто не женщина, а песня. Вот посмотришь на нее, какую она маску может периодически одевать. Так. Хотя, знаете, вот она довольно такая непростая в общении, да, она может дурачиться, она вот как-то несерьезно к жизни относится. У некоторых могут проигрываться такие моменты, что женщина больше ценит какие-то вот посиделки с подружками, куда-то пойти развлечься, чем серьезные стабильные отношения, тем более, чем семейная жизнь. Вот если вы более ориентированы на семейную жизнь, да, вот если вы ориентированы на какую-то стабильность, да, у вас такие уже взрослые мужские взгляды, вы по сравнению с ней, вот как, знаете, как папа с дочерью, вот я бы сравнила, вот она себя ведет как взрослая девочка. Кстати, это не очень, ну, не очень нравится мужчинам. Далеко не всем вот такое вот ребячество. Одно дело, когда женщина, да, можно подурачиться, вдвоем подурачиться, да, так от счастья, так сказать, в паре. Но когда у женщины есть какие-то несерьезные ребяческие вот повадки, когда она с легкостью, да, куда хочу, туда лечу, куда захотела, пошла, что хочу, то и делаю, да, тебе не нравится, ты свободен и все такое. Ну, то есть, я думаю, далеко не каждый будет такое терпеть, и у вас тоже может такое проигрываться, потому что, ну, женщина несерьезная, абсолютно. Может быть, даже в чем-то рисковая по жизни. Так, хотя, знаете, вот несмотря на ее какое-то ребячество, вот она все равно в душе, особенно если что-то не так, как она хочет, если ей что-то не нравится, она становится очень злой и агрессивной. Ну, по крайней мере, становилась, да, если это, допустим, прошлого касается, если это ваша прошлая женщина. Она может быть даже такой, знаете, вот человек эмоционально холодный, которая либо же не показывает свои чувства, либо это очень осторожно делает, как-то дозированно. Она может быть даже, знаете, вот в чем-то даже грубоватой может быть, несмотря вот на свое ребячество, опять же, если что-то не так, если что-то не нравится, она может быть очень и очень непростой. Она может быть, знаете, вот, ну, колкой на язык, я бы сказала. Она такая вот, знаете, вот мне почему-то амазонку напоминает. Периодически она становится амазонкой. Тем более, я думаю, что последнее вот время, когда вы с ней, может быть, жили, либо же были в отношениях, то, я думаю, амазонкой она была все чаще, такой жесткой, прямолинейной, колкой на язык, да, такие женщины обычно могут сказать все, что угодно, сделать все, что угодно, могут обидеть, унизить мужчину, то есть она даже не задумывается, что она кому-то сделала больно, что она обидела кого-то, ей все равно. Она делает так, как она считает нужным. Она живет для себя, на что хочет, то и делает. Вот такие вот приблизительно нотки у нее были. Либо же есть. Итак, давайте-ка посмотрим, чем же она вас удивит. Что же такое произойдет? Чем же эта женщина вас сможет удивить? Так, ну кто бы сомневался. Она, знаете, она объявится
Это будет не ближайшее время, это, ну так, чуть попозже, пройдет некоторое время. У всех будет это, конечно же, по-разному, это общий расклад. Но она объявится к вам. У кого-то это будет звонок, смс, может быть даже личный визит. Ну, то есть она объявится вот с таким, вот знаете, с намерением как бы помириться. Она вот именно с намерением вроде как любовным к вам придет. Вот у кого-то это может быть, знаете, она такая, как белая пушистая кошечка, вот давай помиримся, подлезет, давай начнем все сначала, да, у кого-то это может проиграться через детей, да, вот какое-то примирение, но именно вот сначала она заманит вас через детей. У кого-то это будут осторожные такие, вот знаете, шаги к примирению через какую-то хитрость. Ну, то есть это будет однозначно какое-то вот, знаете, вот шаг вперед с ее стороны, шаг как бы к примирению, да, ну, именно показать, что любовь не закончилась, что чувства не умерли, несмотря на то, что вы, допустим, еще какое-то время не вместе, да, вернее, уже какое-то время не вместе. Так, давайте-ка посмотрим, насколько искренне это будет, да? Насколько искренне, правда, у нее любовь не угасла? Или это будет всего лишь манипуляция? Ну, конечно, вы посмотрите, ну четко у нас маг выпал, манипулятор, да? Это стопроцентная ее манипуляция. То есть она появится, вот чем она вас очень удивит, это будет, знаете, вот какая-то такая ситуация, либо же она скажет что-то такое, что у вас просто, ну, это может быть даже приятный шок, это может быть какое-то действие очень неожиданное, но такое приятно шокирующее с ее стороны, что вы абсолютно не ожидали, что она такое может сделать. Но именно это связано с тем, что человек появится, чтобы рассказать, что, может быть, она еще любит вас, либо же дать понять, что давай попробуем вернуть все. Ну и в таком духе, да, вот. То есть это будет стопроцентная манипуляция, причем это будет после того, да, вот проигрываться, когда уже, казалось бы, все закончилось, да, вот я думаю, это будет проигрываться у тех, кто уже не вместе. Если вы сейчас живете с женщиной, то, наверное, скорее, то это будет, наверное, не ваш расклад, хотя, кто его знает, может быть, и в вас срезонирует. Так, давайте-ка посмотрим, а зачем тогда она появится? Хорошо, это манипуляция. Ну, в принципе, мы так и думали. Зачем ей к вам появляться? Смотрите, она появится, потому что ей очень одиноко, ей плохо. Она не определилась в жизни, личная жизнь у нее абсолютно как таковой, я сейчас не вижу вообще у нее мужчин. Даже если вот вы расставались, и она была, допустим, с мужчиной, либо после вашего расставания, то сейчас у нее никого нет. От слова совсем нет. Она совершенно одна. Она какой-то период даже вот замыкалась в себе. Она, знаете, вот как отшельницей своего рода становилась, обдумывала, придумывала, да, вот и придумала вот именно такую манипуляцию, что, ну, как бы с вами было не так уж и плохо, а поскольку никого больше нет рядом, да, как бы претенденты закончились на данный момент, деньги тоже, в общем-то, особо я не вижу, чтобы у нее прям такой достаток был, то она решила вот такую себе уловочку сделать, да, почему бы не попробовать снова к вам подлезть с какой-то вот с любовью, с примирением, да. Причем я вам скажу, она какой-то период, она будет еще сомневаться. Она очень так, знаете, вот у нее как план какой-то, вот она продумает очень, очень сильно это продумает все, вот именно как вас хомутать, да, вот как вас охмурить, это не будет какое-то спонтанное решение. Она человек такой, который, знаете, если ей что-то очень нужно,
Она очень сильно будет все просчитывать, будет все продумывать, сопоставлять, да, вот как лучше, как ей выгодней. Она очень хорошо все взвесит, если будет это ей выгодно, да. Вот она продумала, через какую манипуляцию попытаться вас вернуть, через какую манипуляцию попытаться сделать вид, что она вас любит, что любовь не прошла и так далее. Ну, я вам скажу, ничего не получится. Она уйдет во свояси. Я думаю, даже если у вас и произойдет вот подобная ситуация, а причем, знаете, эта ситуация может быть настолько неожиданной, что, может быть, она даже вот появится, еще как-то вот не успеет даже там про свою любовь, морковь рассказать, про свои какие-то планы. Некоторые из вас, я думаю, даже не станут ее слушать. Также может проиграться, что вы ее просто отошьете восвояси. Вы даже, может быть, не захотите ее слушать, и она просто уйдет ни с чем. Вот уйдет с разбитыми, обманутыми надеждами, она не добьется от вас никаких примирений, потому что, ну вот вы знаете, как будто почувствуете ее неискренность. Вы почувствуете и просто не захотите даже с ней общаться. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!